Всем привет! Это видео будет очень интересным и полезным для вас, потому что я покажу, как в Польше можно купить свое жилье премиум класса по приятной бюджетной цене, дешевле, чем обычная квартира, как минимум в 2 раза. А конкретно это мобильные дома. Мы с Владом покажем вам 4 мобильных дома, уже полностью с ремонтом, с мебелью, с разной планировкой, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чай, кофе и приятного просмотра. Здесь такой зал. Здесь, ну, как и офис, человек принимает, рассказывает. Нам уже все рассказали. Здесь заходим. Кухня. Большая, кстати, да? Большая, да. Учитывая такое, ну... Вообще. Да, оно идет сразу, он сказал, продается. Все с ремонтом. Все с ремонтом. То есть оно идет там зеркало, то. Можно отказаться от всего, что не нравится. Шкаф, например, не нравится. То есть даже мебель, вот это вот все идет. Да, все входит в эту цену туда. Ну, конечно, я думаю, что кружки и все остальное не ходит. Слушай, но мне очень нравится. Это такая маленькая комнатка на одного ребенка здесь. Ну, с выходом на улицу. Ну, только что сюда стол не поставишь. Ну, это просто школу, видно, у него больше как офис, поэтому маленький совсем такой домик. И здесь еще спальня. Спальня, кстати, нормально. Спальни хватило. Большая полноценная кровать. Вот прямо у нас сейчас, где мы живем, такая кровать. С головой потолок какой, смотри. Потолок здесь очень высокий. У меня 2 метра почти высота. Да. И рост. И мы здесь находимся, кстати, здесь тепло. Здесь шкаф. Угу. Да? Тепло. Тепло. И мы спрашивали, учитывая, что сейчас здесь вряд ли он топит этот домик сейчас. То есть здесь батареи выключены. Угу. Вот, но и при этом тепло. Ну, как в обычной квартире. Как у нас сейчас в квартире, в принципе. Ну, он отопление. Подводка воды, будет синяя труба. Он и подводит. Ну, и сделали, как сделали. Это же, да, не обязательно. И вот там канализация, то же самое. Да. Я понимаю, что если у тебя есть центральная канализация, тебе повезло, супер, ты врезаешься. И все. Если нет центральной канализации, роется просто. Но он сказал, что ему надо дать будет схему, где что должно находиться, да, чертеж. Да, и они привозят они приезжают, и за 3 часа устанавливают. То есть за 3 часа установка полностью можно въезжать, но и сказал, можете въезжать. Да, им показываешь, в какой стороне, они его левее, правее двигают куда-то, но подключаем за свои, как бы оно не входит в эту денежку. Да. То есть, ну, сколько там уже подключения стоит, да. Опустить эту трубу, но это ни о чем. Да. Просто ни о чем. Заходим в следующий домик. Двери хорошие. Здесь прям такая небольшая прихожая. Прежде чем мы отправимся к следующему мобильному дому, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал. Я очень стараюсь, мне будет очень приятно. Оставляйте свой комментарий, ставьте лайк. Также можете подписаться и на мой Instagram, там я бываю чаще, и там тоже много интересного. Пойдем куда? Пойдем направо. Здесь небольшая спальня с кабинетом. Ну классно, вот я сяду просто, чтобы ориентироваться по видео, по размерам. Ну вообще супер. Даже вот я высокая, ну конечно можно подлиннее кровать мне, но очень, кстати, классно. Ну это больше детская. Здесь окна в пол идут. Супер вообще, я обожаю окна в пол, небольшой шкаф. Это детская, это вот потолок здесь, ну вот, Влад, не сильно поменьше. Мне здесь, нормально, да, но не давит при этом. Ну 2 не давит, нет, из-за того, что маленькая само по себе комната. Если была большая комната, вытягивает, тогда да. Потолок невысокий, наверное, 2, ну сколько, 30-40, наверное, 2,40 пускай будет. Где-то так. Когда в обычных мы смотрели, снимали квартиры, дома, там 2,80, да, было? То есть не сильно-то особо разница. Так, давай с этой стороны. Сразу перед входом. Что это? Это душ. Ложенка. Ну я думаю, что здесь и ванную можно установить, да? При желании без проблем. Просто что это же место. Опять же, место. Ну, здесь душ большой. Здесь если так будет ванна, она будет вот так вот закрывать все. Так. Вот в наводчиках бойлер. Бойлер. Подогревает воду. То есть это все будет входить в стоимость? Да, это туда все, что мы видим. Нам сказали, что здесь они делают
квадратуру от 30 до 60 квадратов. Если хочется там 100 квадратов, то они тоже это делают, но из контейнеров кусочками, да, как бы складывают, там можно хоть 200, говорит, квадратов по желанию, как хочется. А это тоже контейнеры, Влад, или нет? Это не контейнеры. Нет, это не контейнер. Это если именно я мобильные его правильно дома. Понял, я просто, мне было не очень удобно переспрашивать. Он сказал, что именно мобильные, а есть именно контейнер. Да, но да. контейнер, он сказал, из другого, потому что здесь 18 сантиметров толщина стенки. И там такой внутри утеплитель, он идет как пеномонтажная. А в контейнерах я спросил, потому что они же металлические, они реально холодные. Он сказал 10 сантиметров, но какой-то супер наполнитель, который в холодильнике, материал его всего другой, 1,5 сантиметра, да. А здесь его типа 10, вот, чтобы просто для понимания. Мы просто спрашивали, холодно ли зимой Да, в таких летом, домах. Сказали вообще, он сразу такой скривился, такой, нет, конечно, здесь не холодно. Вот. Но вот именно такого плана домики от 30 до 60 квадратов. Если хочется больше, то это уже дома из контейнеров. Но это опять же, потому что многие снимают и рассказывают, что холодные, там, это премиумная версия. Премиум дома, это, да, из тех, которых есть. Явно, если взять дешевый вариант, он будет и холодный, и жарко будет летом. Ну, такое рассматривать, тем более, как для нас 5 человек. Да. Но так. Ну, вот здесь сушилка. Тоже окошко везде. Здесь окна, вытяжка, кабина. Оп. Вообще все супер, супер классного размера. Стандартный. Ого! Так, здесь полноценный зал, я тебе скажу. Сейчас гляди, захочешь именно такой дом купить, а не квартиру. Смотри, вот у нас реально здесь все, и стул, и стулья, и все есть, кроме телевизора. Только наш телевизор сюда только вешай и бери, заезжай. Все. Да. Не, реально очень круто. Здесь тоже окна, смотрите, в пол. Все, здесь стандартный диван. И место здесь в зале как, ну, может, чуть-чуть меньше, чем в квартире, в которой мы сейчас живем в зале. Но здесь в моем представлении это должно было быть очень узко. Вот мне представлялось вот так, этот вагончик такой вот совсем. Еще. Да. Посмотри, вот я хочу снять твой рост, у Влада 2 метра рост, и посмотрите, он даже не достает до верха. То есть здесь вообще потолок высокий. Кухня. Давай еще хочу открыть холодильник. Оп. Холодильник. Все, холодильник полноценного размера, не то, что там какой-то мини. Так, здесь. Это умывальник, мусорка и измыварка. Сейчас. Так, да. У них система. Подключение, да, хочу все показать. Здесь, кстати, небольшая, но я думаю, что это можно выбрать размеры. Полноценный размер духовки. Я думаю, здесь небольшая, потому что здесь, видишь, маленький шкафчик. Если ты сделаешь большой, он будет вообще вот такой выдвижной. Ну, я думаю, что это выбирается, наверное, уже. Плита вообще полноценная. Что еще нужно? Спальня? 2 человека спать, переоделся, 2 тумбочки сбоку, книгу почитать, какой-то включить и все, и больше с головой. Да, и шкаф. И тоже окна в пол. Супер вообще. Устанавливаешь такой дом в месте, в котором тебе нравится, покупаешь участок. И живи себе, заезжай, уже все, тебе не нужно париться по мебели. Все уже за тебя сделают. Здесь еще, кстати, кондиционер есть. В каждом доме кондиционер. Здесь в премиум версии. Я думаю, что в каждом. Вот. Так что летом не жарко, зимой не холодно. Заходим в следующий дом. Там был да, они все отделка, разные отделки. Ну, не планкен, а как это слово, забыл, короче. Похож на планкен. Да, а здесь уже доска. Дерево, доска. Но с ней заниматься, красить ее, наверное, я думаю, что можно сказать, что я хочу там другую отделку, а внутрянку, как здесь. То есть это все можно комбинировать. Думаю, видите, здесь можно поменять. комбинация идет из 2 частей. Что, двухэтажный? Двухэтажный? Да. Что, серьезно? Нифига себе!
Так, туда мы пойдем напоследок. Сейчас снимем первый этаж. Вот вход. Мы заходим. И давай пойдем сразу туда, раз ты туда пошел. Давай, начнем. Да, Туалета. что у нас здесь? Душевая. Ну, смотрю, душевые здесь стандартные, все везде одинаковые стоят. Умывальник, раковина. Здесь душевая поменьше, чем в прошлых домиках. Посмотрите, поставили материал, из чего сделано. Вот, может быть, на свету будет видно. Такой. Да. Съемные панели. Так, идем дальше. Напоминает что-то мне стиль американский, да? Такие американские домики. Дерево пахнет. Вот здесь, видите, все прямо из дерева этот дом сделан. И здесь мы зашли, да, первое, что почувствовали, это запах, услышали запах дерева. Это щиток, да, какой-то электрический? Электрический, просто щиток туда лазить не будем. Да. Ну, разводка стандартная, как в каждой квартире есть. Спальня. И вот так соседей сразу можно в окошко выглядывать. Купил с друзьями сбоку и переглядываешь. Да, но здесь в спальне маленькое окошко, да? маленькая. И сама спальня меньше, и потолок ниже здесь. Сеточка. Я думаю, знаешь Ниже, почему? ну, не давит, вообще Потому не что давит. здесь двухэтажная, поэтому. Ну да, они Им же сделали. надо было из Но чего-то я скажу, делать что второй вот этот этаж. домик, который мы сейчас смотрим, там, может, не будет видно подписчикам, он меньше, чем тот. Вот Но тот, в который- нем, вот в этом доме, как раз-таки можно жить с ребенком. Ну То есть, да. а в том не будешь, там тебе не хватит Здесь просто вот расстояния. и шкаф здесь еще покажу. Да. Вот небольшой, Такой, поменьше, довольно чем глубокий такой. поменьше, чем тот. А, и здесь еще за дверью есть окно в пол, вот, с выходом на улицу. Двери, да, То есть, можно если, лично. когда устанавливаешь этот дом, то есть ты открываешь, здесь, конечно, высоко сейчас, но там будет сразу как бы земля. Выход на улицу. Ну, идем дальше. Потом поднимемся по лестнице. Зал. Небольшая кухня, совсем небольшая, по крайней мере, из всех этих домов, пока что она еще, самая маленькая из всех. Я думаю, что здесь максимум на семью с одним ребенком, потому что кухня совсем сама маленькая. Я думаю, они все рассчитаны вообще на двоих человек взрослых. Ну, такие, Да. как бы с ребенком, ну, можно, да, ну, так немножко будет. С одним ребенком, с одним маленький ребенком. ребенок, Здесь же да. есть, здесь же две спальни. Но здесь одна Ну, потому что спальня. наверху ты, например, если ребенок ходит в школу, стол письменный поставить ему учить, ты не поставишь. Но в Он этом просто варианте, спит. да, в этом. Где-то снизу он Если будет. только ты там будешь, да, Да, спать, да, а да, ребенок да. здесь, например. Тому- ну, пойдём, Но в этом, такое. именно эта комбинация дома, да. Но те, например, были рассчитаны спокойно на семью с одним ребенком. Мне вот это окно нравится, посмотри, просто какое оно большое. Класс. Телевизор здесь можно. Даже кронштейн установили. Еще одно окно. Тоже кондиционер есть. Дубль 2. Женя уже слазила наверх, я просто не Давай, снял. ничего не снял, поэтому я специально ради вас опять спустилась. Ну что, залазим снова. Так. Я пока залезу, тут вся картон уже оборвется на этих ступеньках. Так. Я почти. Я все. Давай. Смотрите. Вот. Здесь, видишь, подсветка есть. Потому что... и там еще лампа, я покажу. И вот я 1,80 м. И вот получается... Да, как бы... Самое интересное, что камера не видит подсветку. Не Она видит? горит, да, почему-то камера ее не ловит. Какой красивый вид сверху на зал. Очень красиво. Ну вот, я залезла, собственно. И здесь вот так вот подсветка, кровать. Здесь светильники, розетка, все есть. Ну, не знаю, либо это для пары какой-то молодой, явно пожилые сюда точно не залезут, либо для ребенка. Но опять же, ребенок тоже, чтобы не маленький был, потому что он просто не залезет. Даже если и залезет, то вот спуститься потом, ну, такое дело, можно упасть. Поэтому, конечно, этот домик интересный в плане планировки, но под вопросом, для кого он подойдет. Ты ловишь меня? Я буду сейчас прыгать. Давай. 3, 2, 1. Yeah, hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola.
sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Pasara me dijo la... Все, мы нашли теперь, остался последний дом, и он самый большой по размеру, потому что, ну, видно визуально, вот, дом. Здесь дом такой же по размеру, но площадка идет. За счет площадки сам дом меньше. Заходим, это тоже точно для нашей семьи будет. Толщина дверей, конечно, и тяжесть. А здесь входная дверь стеклянная, прикольно. Я поняла почему, потому что, видишь, вход идет на задний двор, грубо говоря, поэтому решили сделать... Вау! Закрывай, это шумно очень, там газон стригут. Вот, мы зашли, вот такая мини-прихожая, и здесь... Шумоизоляция какая сразу Да. же. Это учитывая, что открыто окно. Там окно. Да, то есть закрой насколько окно, там- сейчас посмотрим. Ты закроешь, а я здесь буду стоять, посмотрим, станет ли что-то на камере. Такое съездное окошко. Офигеть. Реально. Практически вообще Ну, наверное, где-то еще окна открыты. Ну, я, может Хотя- быть, это не так закрыл. Слушай, очень классная шумоизоляция. Все, заезжаем, мне нравится. Вот этот дом, смотрите, из всех, которые мы здесь посмотрели, здесь 4 дома. Здесь прихожая есть, ну, он самый большой как бы. И здесь есть шкаф в прихожей, то есть повесить вот куртки, например. Здесь достаточно полок, там поставить даже пылесос, обувь в коробках сложить. Давай, да, с зала тогда начнем. Здесь окно тоже. Это что? Подождите. Ты что, меня не предупредила еще? Я просто мечтаю о острове. Давай закроем окошко все-таки, чтобы здесь так тепло, Влад открывает, потому что здесь жарко. А Влад переживал, что в таких домах холодно. Здесь остров, а я мечтаю о острове. Просто вы не представляете, насколько это удобно. Мы сейчас снимаем квартиру, ну, на съемной живем, и у нас остров есть. И это же просто супер удобно, потому что я готовлю практически только на острове. Я режу на острове и смотрю телевизор. И здесь такая же ситуация. Вот остров, и вот рядом тут телевизор. Ой, я хочу такой дом, Мне нравится. Здесь потолки высокие. Ну ладно, так, давайте по порядку. Остров здесь, кстати, больше, чем в этой квартире, да, в которой мы сейчас живем. Ну смотри. Больше. Но ты смотри, Больше. здесь кроме того, что это остров, он еще и является, как это называется? Столешница, барная стойка, да. Барная есть- стойка. Здесь раковина. Глубокая. Вообще, ну как в американских фильмах. Вот смотрите, я готовлю и смотрю телевизор. Это супер удобно. Вообще очень удобно. И здесь, кстати, потолки высокие. Вот это вот здесь, вот этот скос небольшой, он вообще не давит. Потому что основная часть вот посередине, она очень высокая. Зашел просто хозяин всего этого, немножко нам еще рассказал. Он сказал, что здесь смыварку можно поставить по длине пошире, 90-ка, да, по-моему, да? Потому что здесь узкая, вот можешь показать. И говорит, за счет того, что можно просто сделать вот эту столешницу. Немножко чуть-чуть, больше. Да. То Вот есть она так вот, и становится... поставится здесь смыварка побольше. Также он сказал, что вот это получается микроволновка и духовка 2 в 1. Ну, пекарник, да? Но я думаю, что тоже можно сказать, чтобы здесь прям полноценная, да, духовка была. Вот. Давай чуть-чуть шкафчики покажем. Шкафчиков здесь много, кстати. Вообще. Так, Это вытяжка. у нас вытяжка. Да, а это сверху тоже открывается, интересно. О. Я думаю, да, Да. должно открываться. Чего там. Ого, так они глубокие, посмотри просто. Ну да, Просто можно этот тайник делать какой-то. Я вот еле высокая, еле ну, как бы. Я бы тут, наверное, только с краю что-то достала. Туда уже глубже. Надо стульчик ставить. Вообще супер, мне нравится. А здесь вот эти всякие тоже тумбочки. Здесь стиралка есть тоже. Покажи, пожалуйста. Здесь есть стиралка. Она закрывается. Небольшая такая. Я не знаю, Да. сколько килограмм. Хотя, нет, 9 килограмм, что ли? 9 килограмм. Ну, 9 это довольно-таки не слабая. Не знаю, либо она какая-то хитрая,
Но она не стандартная стиралка. Нет, она большая, смотри. Да, внутри она большая. Она снаружи кажется У нас маленькая. дома, мне кажется, 9, да? Там, ой, 7, наверное, 7. да. Она снаружи кажется маленькая, но внутри вот эта штука Ну, может быть, какая-то специальная. большая. По глубине, больше. да. И мне нравится, что здесь, вот если поставить на участок свой, здесь сразу выход на улицу. Просто это мечта любой хозяйки. Здесь вообще, представьте себе, вот окно раз. Большое Ты окно туда 2. пошел, здесь зашел, да. Здесь Вот, опять но это не вышел. открывается. Не открывается? 3. Это просто окно в пол. Да. 4. Представляете, сколько здесь света? Здесь очень много света. А ну-ка, давай посмотрим здесь. Как... здесь такая навеска стоит, смотри. Мгм. И она с подсветкой, можно... И при этом остается все одно окошко. Ну, прикольно. Ну, кстати, удобно. Но. Чтобы не подглядывали, чем ты занимаешься, Например, соседи, телевизор, а сверху если свет идет, отсвечивает, да. хочется посмотреть стульчики со столом. Давай, если... Вообще супер, смотри. Все по размеру. То есть, чтобы вы понимали, это не мини, все. Вообще все стандартного размера. Вообще не мини. Класс. Он сказал, ширина, сколько? 4,40. 4,50 или 4,40, он сказал, ширина. И Что- здесь зал, да, и 3 спальни. Или может быть 3 спальни, он сказал. Может, так. может. Мы быть. спросили Ну, про мы не ширину, знаем еще, длину. сколько здесь спален, сейчас мы пойдем Он сказал, да, длина может быть любая, ширина 200. 4,40, ширина 4,40. Но они могут и ее сделать больше, но будет Да. это стоить просто космических Длиннее, денег, он я так сказал, понимаю. длиннее Да, можно это... сделать. Нет, длиннее без вопроса, шире, Да, он сказал, шире, что оно, в ну. принципе, можно, Ну, но здесь будет... по ширине нормально. Хватает, так 4,40, я же Вообще поэтому сказал, хватает. что... Вообще, потому что просто представьте, кухня гигантская. Кухня, как наша большая кухня, в которой мы сейчас живем в квартире. Очень мне нравится все. Я здесь буду жить. Идем дальше. Вот мы с зала вышли. Да, я его показывала, это прихожая. И заходим с левой стороны, у нас душевая. И опять можно выйти. И опять здесь везде окна. Вообще И супер. так, если... Ну, для Нет, можно выйти, проветривания можно, вообще реально, да. супер. Вытяжка, да, тоже есть. Ого! Я не обратила сразу внимания. Посмотрите, какое гигантское зеркало. Это шкаф зеркальный. Так, как он открывается? Вот так вот. Так тут много полочек. Вот и наверху полочки еще, смотри. Где? Во. Нифига То себе. есть Ну, там глубокие. Там можно какие-то полотенца складывать, какие-то фены. Класс, блин, посмотрите, раковина большая. Просто как вот на нашей сейчас квартире. Ого, боже, здесь можно косметику разложить. Влад смеется. Баночки. Так, здесь. А это что такое? Смотри, Влад, это бойлер. Его спрятали, смотри, как интересно. Да. Его положили или он такой? Будто положили его. Ну, он так, может и так, и так. Блин, мне нравится. Туалет, кстати, да? Не просто туалет, а встроенный уже. Здесь встроенный, а там Да, были там был они с просто, бочком. просто с бочком, да. Душевая кабина, как она открывается? Как она открывается? Эй, Ого. хватает. Хватает, Ну вот смотри, вообще. если так брать, да, по высоте. Так поднял, чтобы Стекло выше меня, да? Да, выше, выше. Ну, я сейчас еще в кроссовках на платформе, поэтому да, здесь вообще прикольно. Но если покупала бы я себе, например, такой дом, то я бы, наверное, все-таки установила бы ванну, а не душ. Вот. Но я думаю, это уже по желанию каждого. И большой Полотенчик. полотенцесушитель. Прикольный такой, электрический. Угу. А у нас сейчас тоже электрический в квартире, в которой мы сейчас? Нет. У нас не Обычный. электрический. Ну, идем дальше. Здесь тоже можно, кстати, на входе, да, сразу занавеска. Ну вот комнатка. Заходим. Две Вот. спальни. Как вот милашки наши, вот это как раз таки ее вариант. Вот кроватка сбоку стоит. На одного ребенка. Да, кровать, столик, стол довольно большой. Тумбочек всяких, полочек, счастье. Тут вон сколько, не знаю, как туда достать, конечно, до верха. Но... Тут тоже. Да. Ого. Даже ты не достаешь. Ну это такое, ложишь Здесь что-то. шкаф маленький. А что не там? будешь Там, лазить. типа, наверное, вешалки для вешалок Да. или полки. Маленький чик-чик, Да, аккуратненький для шкафчик. вешалок. Ну, кроватка для подростка, да, даже, мне кажется, будет. Окошечко, стол большой.
Ну, классно. Но она не полноценная, но она 1,80 м будет. Мне кажется... и здесь шкаф еще при входе. То есть 2 шкафа за дверью, и вот здесь такой же. За дверью для вешалок, а здесь будут с полками. Немного этих. Мне кажется, это реально... А что ребенку надо еще? Что он там плясать будет в комнате, да? Мне кажется, все, что не нужно, здесь в комнате есть. Супер. Вот такие бы еще нам. Для нашей семьи надо еще 2 комнаты, потому что у нас 3 детей. И спальня. Но он сказал же, может быть 3 спальни. Да. То есть здесь 2 получается. Вот хотя бы, может да. быть еще одна. Еще одну вот такую, например, чтобы уже в такой побольше 2 детей. Ну тут разместить. шкафчиков. Ну здесь смотри, большая сколько, спальня. то есть Это спальня довольно больше. глубокие, смотри, какие шкафчики. Если так поставить Да. мою руку, ну вот, Да. глубина шкафа, то есть довольно Да. так. А здесь что будет? Полочки, наверное, да? Да. А нет, здесь тоже. Ну, такую вот это повесил. дело типа для мужчины и для женщины, да, чтобы не драться. Не спорить. Для мужчины там, да? Для мужчины там. Кровать вообще супер большая. Опять окна в пол, божечки. Они просто с этими окнами в пол меня манят и манят. И здесь можно тоже. Очень много места для хранения. Кондиционер есть. А кондиционер не только... Кондиционер в каждой комнате, да? Но в детской, наверное, я не видел. Ну, вот здесь есть, в зале В детской точно нету есть. точно, да. А, в детской нет. Значит, в спальне и в зале. Слушай, тут такое... Но это самая какое-то, большая что, спальня. мне кажется, уже открыл и вам... И здесь жарко. Мы закрыли окна, и здесь реально жарко. Он сказал, заходил сюда, говорит, что да, здесь получается за счет того, что здесь вот в зале, например, много окон, то солнце сразу, да, нагревается Он все. сказал, что да, если минус 5 поэтому... на улице даже, как во Вроцлаве. Ну, в Вроцлаве зима, она ну совсем же... Ну и слабая. солнце, да, зимой, Да. с условием, И что солнце. И вот люди, кто ставит, говорит, что при минус 5 даже... Нагревается. Ну, он так сказал, по правде, никто не знает. Он нагревается так, что никто не топит. Никто не топит, да. Ну а летом, наверное, здесь жарко, и надо кондиционеры включать. Летом он сказал кондиционер, да. То есть Потому он что сразу же здесь, как бы сказал, что жара. летом будет жарко. Надо кондей. Но опять же, как вы поставите, он объяснил дом. То есть поставите так, Да, он чтобы сказал, на можно развернуть солнечную его. сторону у вас зимой будет классно Да. больше будет, но зато летом у вас, конечно, будет жарить. Там уже выбирайте сами, как хотите. Да, сказал, что можно развернуть. Ну, просто рассчитывать, что там 3-4 месяца летом нужно будет кондиционер включать. Не знаю, сколько будет там кондиционер по деньгам, дорого? Я выйдет? думаю, да. Не знаю сколько, но я думаю, немало. Ну, Вот это уже напишите такое. в комментариях, сколько примерно, вот у кого есть кондиционер дома, именно кто живет в Польше, сколько примерно вы платите в месяц, давайте возьмем расчет месяц, за кондиционер. Но опять же, наверное, если дом ставим на территории Вроцлава, наверное, цена на электричество одна. Если это деревня, наверное. Ну, как у нас Ну, было. наверное. Ну, хотя бы Да. примерно То знать. есть Может, должно быть люди дешевле, напишут, наверное. будем знать. Потому что у нас сейчас в квартире нет кондиционера, мы здесь в Польше не пользуемся, и нам летом очень жарко. Мы реально летом, бывает так жарко, что мы спасаемся и идем куда-то в бассейн, да, обычно. Поэтому интересно, те, кто с кондиционером живут, сколько уходит денег. И он на сказал, на это жилье, мы спрашивали, через ипотеку можно или нет, он сказал, нам без разницы, кто будет платить деньги, деньги обязательно на счет, то есть не готовка. это. Да, либо вы, либо Да, банк, без но разницы. он сказал, что вам не дадут ипотеку, потому что... Ипотека дается только на недвижимость, именно которая Да, то есть наземная. он не признается как бы... Как, ну, Это движимая недвижимость, ну, так скажем, да, то есть да? говорит, вы будете покупать джалку, когда, там вопросов нет. То есть там вы можете это в ипотеку, а это нельзя. Но это видно будет как обычный кредит, значит, как-то так это будет подразумеваться. Потому что ипотека это именно кредит на жилье. Это Наверное, он говорит как не обычно. совсем как бы то жилье, в котором в понимании юридическом. Давай сядем с тобой на диван. конечно. Чё мы? Чаю, кофе? Как дома уже сядем на диван, шоу ж тут. Кофе, чай? Давай кофе мне. Блин, мне кофе нравится, но я не могу, ну что за прелесть просто. Я хотела что сказать. Он еще сказал, что 30% платится, да, если я правильно поняла, Да, ты меня сразу. поправишь. Сразу. И остаток весь, да, 70% платится после того, как установили, что-то через... Нет, за 10 дней до установки. А, за 10 Мне дней надо до было снять, установки. Женя разговаривала даже на польском. Все просили, чтобы Женя на польском, и я не снял. Разговаривала. с Пару этим вопросов задала. парнем. Ну, молодец, здорово, все равно. Да, то есть получается 70% до установки
30% платится сразу же. Сразу же. Да, и оставшаяся денежка платится... До установки или после установки? Я вот тоже, я не помню. Я не то, что поняла. не понял, я не помню. То ли он говорит 10 дней до установки, то ли 10 дней после установки. Я поняла после установки, я так может поняла. быть. То есть потому дается что, максимально 10 дней после установки, нужно рассчитаться с людьми. Ну это логично. Ну, логично, да. Потому что ты сейчас заплатишь деньги, а они тебе, да, что-то не так установят. Ну это как-то странно. Да, Поэтому да. логично, что после установки. Ну, 30%, чтобы не было потом, что я не хочу этот дом, не надо, и куда его люди строили. Ну, да. Он же сказал, 4 месяца сейчас ожидания. Сейчас у нас Да, май, да. а готовят они на сентябрь, да? Сентябрь-октябрь, Да, он сказал, что 4 такое... месяца. В общем, если мы, например, сейчас решили, что мы хотим такой дом, да, мы ему говорим, например, и 4 месяца ждем, пока Да. его изготовят. То есть это не какой-то там уже готовый, он стоит, и нам его дарят, ну, грубо говоря, привозят, а они прям будут его с нуля И изготавливать. транспорт не входит в эту цену. То есть он говорит, вы говорите, где у вас джаука. Не входит, да? Не входит. И мы рассчитываем, какой транспорт пойдет, как, ну, видно там ширина, длина, как туда добраться, как снимать, то есть это будет отдельно. То есть сумма идет именно сугубо за жилье. А интересно, они могут привезти, они только по Вроцлаву или могут за Вроцлав тоже его установить, привезти? Я Это думаю, без да, разницы, интересно. это же за твои деньги. Если, да, ну, наверное. согласен. Просто что это будет дальше, значит, цена будет дороже. Да. Опять же, на фоне всего дома Я уже... сижу, мне жарко. Здесь реально так жарко, Жарко, кошмар жарко. просто. Ну да, здесь летом, наверное, нужен точно Надо кондиционер. кондиционер, душновато. Но ты боялся, что зимой будет холодно. В этом мы уже убедились. Зимой не холодно, по крайней мере, в таких домах. Не контейнерных, а вот таких вот. Но летом, Но мы конечно, сейчас надо снимаем будет. жарко, сейчас на улице плюс 12. да. И здесь То есть, ничего не ну, включено. Хочется открыть окошко, потому что реально жарко. Открой, мы же чувствуем себя как дома. Pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. Quiere más de lo que vamos. Он еще рассказывал, что можно установить камин при желании. То есть это как дополнительная, я понимаю, опция. Но в то же время он не то чтобы отговаривал, но... Настоящий камин. Скажи, да? Настоящий, да, Ну, да, которые да. дровишками Он- топятся, не электрические. Он объяснял, что это место. То есть это все равно 2 метра у вас заберется просто под камин. Поэтому, ну, учитывая, что они и так не совсем большие, ну, уже думать, что важнее. Либо 2 метра свободного места, либо камин. Тут Ну, без это разницы, безусловно. либо он будет, этот камин, да, как бы выпирать, его нужно будет обходить, то есть нужно оставить место еще для того, чтобы его обходить. Либо он будет вшит, например, как-то в стену, но опять же, это все равно, чтобы его вшить, это тоже будет кусок закладываться. Ну вот напротив стена стоит телевизор. И тут либо телевизор мы вешаем, либо это камин будет, опять же. Ну, без телевизора так, потому что больше я не знаю, куда Но здесь это очень поставить. много окон. Если, например, вот это окно напротив, да, оно не открывается. Если его убрать, вот просто стена, Ну, чтобы тогда была, закрыть, тогда да. можно здесь телек повесить, телевизор, а здесь камин, например. Я думаю, не нужен здесь камин. Мне так кажется, что... Потому что здесь и так жарко, зачем сказал- здесь камин? Он сказал, что если вы поставите камин и закинете еще 2 дровишки, тут просто будет сауна. Да, он Тут сказал будет сауна. очень жарко. То есть это его можно будет топить только зимой. Ну или им же и обогревать как бы Да. дом. Ну, я думаю, при желании просто тогда электрический, чисто как декорация, да? Вот как у нас дома. Аккуратненький даже такой. поставил, да, который Какой-то сбоку. биокамин, если что. Поигрался, надоело, выкинул его и нормально живешь дальше. Слушай, мне нравится так. Мы даже забыли, что у нас тут уже машина, что мы сюда приехали как в гости, как такое ощущение, как будто мы прям как дома. Реально классно. И тихо очень. Да? Тишина, полная тишина вообще. Он зашел такой, говорит, вы заметили, какая здесь хорошая шумоизоляция? Мы такие сразу, да, ну здесь реально так. Учитывая, наших что здесь детей- дорога, здесь не только вот эта газонокосилка косила траву, Да, а здесь еще активная дорога просто не видно. активная, прямо рядом, вот прямо буквально пару метров.
И очень, конечно, круто. А если этот дом поставить где-то, ну... Короче, для нашей шумной семьи это прям вот то, что нужно. Это чтобы нас никто не слышал. Чтобы соседи не мешать соседям жить спокойно. Мы с Владом так размышляли, что вот если, например, дети вырастут, да, разъедутся, мы останемся вот вдвоем, да, то это вообще можно реально купить вот какой-то небольшой такой домик. Что нам там надо, да? Для двоих супер, для пятерых, да. Мне кажется, конечно, маловато. Надо два таких домика. Ну, надо просто брать больше, просить их, например, сделать больше комбинацию, то есть добавить еще спальню. Кстати, еще хотела сказать, может быть, кто-то из вас уже живет в таком мобильном доме, или знает, например, кого-то, кто живет в таком мобильном доме в Польше, ну, может быть, не обязательно в Польше. Расскажите, каково это. Будет реально очень интересно, как здесь живется зимой, как здесь живется летом, и вообще удобно ли. Очень будет интересно, потому что, честно скажу, я даже задумалась о том, почему бы нам не приобрести такой дом. Не знаю, почем по цене. Сейчас нам сказали, вот мы скинули e-mail, и нам дадут оферту. Вот по всем домам, которые мы здесь смотрели, расскажут стоимость, что входит в эту стоимость. Там чуть ли не мебель, да, почем покупалась для этого дома. Поэтому почем установка, почем там подводка канализации и всего прочего. Поэтому по цене чуть-чуть позже вам тоже об этом сообщу. Кто это тут подкрадывается? Что это за по девушка? По цене мы же еще что никому это? Ничего не рассказали, цену. Так а мы не знаем цену. Ну вот мы... Он сказал, скинет все оферты, да. И там будет все написано. И мы потом отдельно снимем, да. И тогда расскажем по цене. Хотя не хватало бы, честно, наклеить бы вот именно на этот дом, вот в этой комплектации, да, сколько снаружи, это стоит. Да. Ну, я боюсь, наверное, может, сколько просто не наклеили, потому там не что... написано тоже нигде. Квадратов. Наверное, квадратура. 60. Но он говорил от 30 до 60, все они. Поэтому я думаю 60, но это максимальное, мне кажется. Да. Но мы живем 64. Мне кажется, наша больше чуть-чуть, которые мы сейчас. Значит, здесь будет где-то, я думаю, где-то будет здесь квадратов 55. Вот так, я думаю. Ну да, да. 55. Да. 50-55. Да. Вот этот дом, который самый большой. Посмотрите материал. Вот, это типа планкена. Ну, симпатично выглядит. Подсветка уличная, видите? Вот. Этот дом был двухэтажный. Квартирка, да. Самая маленькая, как показалось. Ну, тоже ничего себе. А это, получается, квартира, как его офис. Здесь вот можно площадку такую еще. Я бы вот нам, например, если выбирала бы такой дом, я добавила бы еще одну спальню, например, для детей, для Миланки и Адрианки можно добавить. И вот такую площадку добавила бы. И было бы супер просто. Все, мы уже посмотрели, едем домой. Он сказал, что гарантия на эти домики 2 года, да? Но это гарантия на дом, например, а гарантия на всякую там змыварка, ну да, стиралка, например, да, вот это все, это уже идет... Стандартная фирма дает, у него фирмы закупают. От фирмы, откуда, да, вот эта вот стиралка, например, то есть не они дают гарантию. Ну это тоже, наверное, 2 года, телевизор там 2 года, все да. Идет 2 года. Мы спросили, так как у нас, да, большая семья, нам бы вот одну спальню добавить вот к этому последнему дому, и нас мы бы там поместились бы. Он сказал, что можно добавить еще одну спальню, но тогда немножечко, получается, зал будет меньше. Максимум они могут метр еще длины добавить. Но зал нам не хочется делать меньше, он как раз то, что надо. Поэтому, например, если хочется такого же размера, чтобы зал оставался, но при этом добавить еще одну спальню, то это просто можно купить небольшой еще один такой домик, да, не такой именно, а просто отдельно, там, с одной спальней, например, да, и добавить. Можно это сделать даже через год. Он сказал, что у него был клиент, который купил дом. Сейчас они устанавливают прям. Да, везут. Сейчас, да? Да. Купил дом, и получается, что там, ну, просто окошко было, да, сбоку, где-то там это на кухне, по-моему, или где, или в спальне, и он сказал, чтобы ему поставили не окошко просто, а окно в пол, с целью, что через год он хочет добавить туда еще один дом
И вот это вот окно в пол он уберет, и это будет как проход, да, дверь поставится, ну или там, что, не знаю, или просто коридорчик, будет проход в этот, как бы, вторую часть дома. То есть вторая часть уже, опять же, там нету уже кухни. То есть все, там уже больше большая территория. Да, поэтому... там можно поставить, он сказал, этот тренажерный зал можно сделать. Да, ну такая ланч-зона, вот. Там чилить. Да, чилить, он сказал, чилить. Вот, и я такая думаю, ну прикольно, можно сделать буквой П, да, на нашей русской буквой П поставить. То есть не в длину все, а вот буквой такой Г даже. Было бы, конечно, круто. То есть это можно посмотреть. Мы не знаем вообще, почем цены. Мы приедем домой, он нам все скинул. Мы это все посмотрим. Да, и вам потом отдельно снимем про цены. Но если, например, покупать, то можно вот эту вторую часть дома, например, докупить через год. Это не обязательно, должно обязательно одновременно покупаться, устанавливаться, соединяться. Это можно сделать и через год, и через 2, то есть как тебе хочется, можешь расширяться там хоть, деньги, не знаю, появились, кинул, да, ты можешь все заставить, всю свою да, działку сделать домиками гигантский... и сдавать аренду в 2 этажа еще поставить. Да, ну и сразу километраж получается, то есть если купить даже самый небольшой домик, у них он сказал там, что это 33 квадратных метра, да, по-моему, зал с кухней идет, что-то такое, в общем, на первом этаже, то получится квартира там, ну, не меньше, я думаю, 100 километров. То получится квартира не меньше, я думаю, 100 квадратных метров. Достаточно большая. Нужно посчитать, что выгоднее купить уже такую недвижимость, да, во Вроцлаве, например, квартиру с таким же примерно, да, метражом. И, например, соединить вот 2 блока здесь и посмотреть, что выгоднее. Но опять же, здесь уже ремонт делать не надо, даже мебель покупать не надо. То есть все уже прямо заставлено. Просто заходи и живи. Вот это, конечно, плюс большой. Я тебе думаю, не нужно... что если 2 домика, то будет дорого. Мне так кажется, что именно 2. Ну, это отдельно все. То есть ты не везешь отдельно. Да. Ну, это, наверное, для домика. перевоза, может быть. По-другому просто... Ну да, иначе как это? Оно же развалится еще просто все. Вот, поэтому мы все посчитаем и вам сообщим. Ну что, нам скинули цены этих квартир, этих домов, даже я так сказала бы. И сейчас вам выведу на экран, покажу по каждому дому, который мы смотрели, какая цена. Вы наглядно все сможете сами увидеть. Ну что, показываю вам цены мобильных домов премиум класса. Итак, здесь есть квадратные метры. 40 квадратных метров, 43, 57. Нам понравилось вот последний домик. Это 57 квадратных метров. Silver Moon конкретно. И цена его 367 тысяч, ну 368 почти тысяч злотых. Мне кажется, очень адекватная и приятная цена. Давайте ниже посмотрим. Вот, Silver Moon, 57 квадратов, цена и планировка. Давайте я увеличу, чтобы вам показать, да, то есть вот мы заходили здесь зал с островом, кухня, ванная, то есть можно душ поставить, можно ванную, детская комната и спальня с большим встроенным шкафом. Итак, спускаемся ниже, то есть цена достаточно, ну, не самая высокая, 367 тысяч. Здесь есть цены и дороже. Вот, например, Golden Sky, тоже 57 квадратных метров, 420 тысяч, почти 422 тысячи. Мы не видели эту квартиру, ее там не было, то есть она у них как бы есть в наличии, но именно там ее нет. Здесь я вижу, что тоже кухня идет с островом, да, вот если приблизить, кухня идет с островом. Тоже большая спальня. Здесь так, ванная, душевая, с душевой кабиной и комната детская. Вот, просто немножечко расположение другое. Больше в таких светлых серых тонах. Так, ну здесь 40-43 квадрата, уже такие квартирки поменьше. Вот показывается здесь, из чего эти дома сделаны, да, то есть какая толщина стен, например, крыши и так далее, из какого материала окна.
Вот можете остановить видео, например, и посмотреть подробнее, прочитать. А вот здесь дома уже комфорт класса, то есть те были премиум, и здесь уже комфорт. Здесь уже идут подешевле дома. Есть даже 60 квадратов, 420 тысяч, побольше, чем 57, да, чуть-чуть. 57 квадратов стоит 240 и 290. Давайте посмотрим просто тоже планировку. Вот планировка такая. 60 квадратов. Посмотрите, самая большая. Здесь идет спальня, зал с кухней. Кухня, кстати, да, с островом таким небольшим, как с барной стойкой. Большая, вижу, что душевая кабина, ванная. И 2 детские. И детские, причем не маленькие, то есть видно, что письменный стол, видите, стоит, помещается письменный стол, окно, шкаф и кровать. То есть для семьи с 2 детьми будет очень удобный вариант. Так, тоже здесь 57 квадратов, видите, разные планировки. Вот можно посмотреть, 57 квадратов, здесь тоже идет 3 комнаты, видите, одна спальня, вторая, ну, одна детская, вторая детская, зал с кухней, достаточно тоже большой, и еще отдельная спальня. Плюс вижу, что здесь идет 2 санузла, ничего себе. То есть здесь душ с туалетом, и здесь душ с туалетом. 2 санузла, в 57 квадратов поместилось. И все это стоит комфорт 240 тысяч. Я так понимаю, что без мебели будет стоить 217, да? А с комфорта уже с мебелью совсем-совсем будет стоить 240 тысяч. Эти домики можно, например, покупать не только как для себя, для жизни, но также и как, например, если есть возможность, да, дачу сделать какую-то, дачу там для отдыха, приезжать отдыхать. Посмотрите, у них есть дома, где можно наверху, на крыше сделать такую террасу, видите, ограждение. И там, например, чилить, установить стульчики, столики, делать какой-то мангал, не знаю. Ну что, я показала вам цены, как вам, пишите в комментариях, дорого, дешево, возможно, у вас есть опыт жизни в мобильных домах или у ваших знакомых, тоже делитесь, будет интересно почитать не только мне, а и другим людям, кто просто интересовался или слышал про мобильные дома. А я с вами прощаюсь, увидимся совсем скоро, всем пока-пока.